Всем привет! Вы на канале Едем Дальше, с вами неизменно Юля и Антон. И в этот раз мы прилетели на Сицилию для того, чтобы детально исследовать этот остров. Мы хотим разобраться, почему для одних это любовь с первого взгляда, а для других это грязная дыра, расположенная на периферии Апеннинского полуострова. Разумеется, ставить под сомнение все красоты этого острова мы не собираемся. Но вот покопаться в менталитете местных жителей и образе их жизни попробуем. В предыдущих сериях мы уже побывали в гостеприимном Милаццо и обворожительном Тиндоре, исследовали таинственные Липарские острова и восхищались Мессинским проливом, являющимся главными морскими воротами в Сицилию. Мы любовались красавицей Таорминой с высоты приветливых скал сказочного острова Изола-Белла и прошли по следам крестного отца в высокогорной Савоке. Кроме того, между до блеска отполированных стен ущелья Алькантара навсегда остался один из наших дронов. Затем мы насладились строгостью сицилийского барокко на приветливых улицах Катании, поднялись к кратерам Великой Этны и прошлись по улицам Сиракуз, где, к слову, в юности гулял сам Архимед. Если все это вы пропустили, то обязательно посмотрите 3 предыдущие серии нашего путешествия. Все ссылки оставляем в описании. Сегодня в финале нашего сицилийского тура вас ждет долина храмов в Агридженто. Мы увидим соляные прииски Марсала, посетим город двух морей и лучших в мире закатов Трапани, а также поднимемся в притаившийся на краю утеса средневековый Эричи. И вишенка на торте. За время поездки мы заметили много противоречий в жизни острова, что привело к возникновению большого количества вопросов, на которые любезно согласилась ответить наша подруга Ирина, которая живет здесь уже более 10 лет, так что вы увидите и услышите взгляд изнутри на Сицилию и сицилийцев. А теперь поставьте лайк авансом, подпишитесь, если до сих пор этого не сделали, чтобы не пропустить следующее видео. И... едем дальше. Нет, подожди. Ждать нам больше нечего, так как мы как раз приехали в долину храмов, чтобы посмотреть чудеса архитектуры древней эллинской цивилизации. Но что-то мне говорит, что мы туда не попадем, погода очень плохая. Дождь, штормовое предупреждение. Все убегают. Хорошо, что в нашем арсенале средств для создания контента остался еще один живой дрон, поэтому что-то все же об этом месте мы вам покажем и расскажем. Перед вами не просто долина, это застывшая в камне поэма Древней Греции. Долина храмов в Агридженто расположена на южном побережье Сицилии, там, где холмы мягко спускаются к синему Средиземному морю. Кажется, что здесь время словно остановило свой бег. Археологический парк действительно гигантский, он раскинулся на площади более 1300 гектаров. Первый храм на нашем пути – храм Юноны или Геры Лацинии. Он гордо возвышается на восточном краю долины. На колоннах есть следы копоти. Это свидетельство разрушительного пожара, имевшего место в 406 году до нашей эры, когда город штурмовали карфагеняне. Но храм устоял. Посмотрите, как монументально вписан он в линию горизонта. Да уж, архитекторы той поры умели выбирать места для разговора с богами. Мы движемся дальше на запад по священной дороге. Внизу, в золотистой траве, можно разглядеть глубокие колеи, оставленные тысячами телег древних греков и римлян. И вот перед нами предстает настоящее чудо – храм Конкордии или Согласия. Ученые до сих пор спорят, кому он был посвящен, но одно бесспорно – это один из самых совершенных и, что удивительно, лучше всего сохранившихся греческих храмов во всем мире. Секрет его долголетия прост и парадоксален. В VI веке нашей эры языческое святилище превратили в христианскую базилику, тем самым спасая ее от забвения и разрушения. 34 колонны, взметнувшиеся в небо. Дорический ордер, строгий и величественный. Глядя на эту гармонию с высоты, понимаешь слова поэта Пиндара, называвшего Аграгас самым красивым городом смертных.
Но величие не вечно. Всего в нескольких сотнях метров разительный контраст. Храм Геракла, самый древний в долине, время и землетрясения не пощадили его. Из руин, словно пальцы гиганта, торчат лишь 8 колонн, восстановленных археологами. Но даже в таком виде он впечатляет, напоминая о бренности всего сущего. А это память о самой грандиозной, но так и незавершенной постройке – храм Зевса Олимпийского. Если бы его достроили, он стал бы одним из крупнейших дорических храмов в истории. Эти каменные глыбы – все, что осталось от колосса. Среди них выделяется фигура – 7-метровый атлант. Огромные статуи поддерживали крышу здания. Оригинал сейчас хранится в музее, а здесь, под открытым небом, лежит его каменный брат-близнец, позволяя нам оценить поистине циклопический масштаб замысла. Западная часть долины встречает нас совершенно иной атмосферой. Среди цветущего миндаля спрятался храм Диоскуров, Кастора и Палукса. То, что мы сегодня видим, это по сути художественная реконструкция, но она невероятно фотогенична. 4 колонны, поддерживающие угол фронтона, стали настоящим символом Агриджента, тем самым открыточным видом, который так любят путешественники. Долина храмов – это не просто музей под открытым небом, это живой организм. И сегодня археологи с помощью современных технологий, беспилотников и геотехнической разведки продолжают открывать ее тайны. Прямо здесь, под нашими ногами, скрываются стены и постройки, о которых история еще не рассказала своего слова. Но даже то, что уже открыто, заставляет замереть сердце. Здесь камни говорят. Они говорят на языке вечности. И только с высоты, окидывая взглядом эту долину, где боги когда-то ходили среди людей, понимаешь истинный масштаб и величие человеческого гения, который сицилийская земля пронесла сквозь тысячелетия. Тут, как обычно, всевозможные сувениры, начиная от мафии. По горам, по полям, синий трактор едет к нам. Как пошел дождь, местные торговцы, кроме всего прочего, выложили на продажу, пожалуйста, зонты и плащи. Мы едем в Тропани. Осталось нам еще час 17. Заселились в наше третье жилье в этой поездке. Идемте покажу, как это выглядит. Значит, это черный ход, заезд с тылу, там где парковка. Здесь есть душевые. Здесь зона для барбекю, можно пожарить грильчик. Здесь столы, такая специальная циновка, чтобы была тень. Двигаемся дальше. Здесь еще несколько номеров расположено. Но наш номер расположен ближе всего к морю. Здесь вход в наш номер расположен. И вот море. И вот оно, морюшко. Давайте посчитаем количество шагов до моря. 5, 23, 24, 25. Вот. 25 шагов. И такая красота. Так, снизу есть там песчаный пляжик. Тоже сейчас узнаем, где здесь спуск к нему. Здесь какая-то историческая башня. И так вот выглядит наш домик со стороны моря. Прекрасно. Расположение, как мы любим. Заходим. Просторная кухня. Здесь у нас есть телевизор. Большой буфет вместительный, в котором есть все необходимое. Мы уже проверили. Тарелки, кастрюли, холодильник, стиральная машина, мойка, чайник. Здесь баллон с газом, я смотрю, у нас установлен. И газовая плита. Душевая имеется. Полотенца свежие, белые имеются. Умывальник, унитаз, биде. Еще обратить внимание на высоту потолков. Да? Здесь очень высокие потолки, наверное, более 3 метров. То есть вот это наша спальня. Здоровая, огроменная кровать. Удобная она или нет, скажу чуть позже, пока еще не пробовал. Ну, как бы, вроде как неплохая кровать. Здесь большое окно. Здесь вот такое место, где стоят лежаки. Можно просто
на лужайке лечь и наблюдать за морем, как оно колышется или не колышется. Вот такой апартамент, напишите в комментарии, как вам он. Друзья, вы все еще верите Гуглу? Ну, тогда смотрите. Дорога обозначена на карте Google. Вот он нас ведет. И смотрите, что, блядь, это за дорога. Ну-ка, Ханя, я снимаю, потому что я... Рыли, Ханя. Вот так вот мы едем, вот с таким трудом мы пробираемся. Тут то лужа, то камень, то яма. Но зато это кратчайший путь. И это нас, покажи, вот. Google ведет по такой дороге. Так что, ребята, проверяйте карты Google. Потому что, я так понимаю, там зыбучие пески, да? Угу. И люди Да, здесь выбрали да. альтернативный маршрут. Мы уже упоминали, что в былые времена Трапани был крупным производителем соли. Данное производство сохранилось и в наши дни. И мы приехали, чтобы посмотреть эти соляные прииски. И здесь даже есть музей соли. На западном побережье Сицилии раскинулся удивительный ландшафт, который словно сошел с полотен сюрреалиста. Здесь, между городами Трапани и Марсала, можно увидеть десятки ветряных мельниц, розоватые от солнца водоемы и ослепительно белые пирамиды соли. Это и есть знаменитые соляные поля. Место, где уже 3 тысячелетия добывают то, что когда-то ценилось дороже золота. Чтобы понять душу этих мест, нужно перенестись в 9 век до нашей эры. Именно тогда финикийцы, легендарные мореплаватели и купцы, обосновались на западном побережье Сицилии. Они основали здесь колонии, и их острый глаз сразу заметил уникальные особенности этого побережья. Мелководные лагуны, мягкое сицилийское солнце и ветры, дующие почти круглый год, создавали идеальные условия для добычи соли. И они вырыли здесь первые неглубокие резервуары, те самые соляные бассейны, которые мы видим и сегодня. Удивительно, но за 3000 лет технология почти не изменилась. То, что вы видите на соляных полях Трапани сегодня, мало чем отличается от методов финикийцев. Говоря о соляных полях, нельзя не упомянуть их визитную карточку – ветряные мельницы. Они появились здесь в Средневековье, и их часто называют голландскими за характерный силуэт. Но это чисто сицилийская история. Мельницы выполняли сразу 2 важные функции. Во-первых, они перемалывали собранную соль, не в пыль, конечно, но в более мелкую фракцию. Во-вторых, и это главное, они откачивали воду. Сегодня большинство мельниц отреставрированы, они уже не работают, но создают тот неповторимый пейзаж, который фотографы со всего мира приезжают снимать на закате. Силуэты крыльев на фоне оранжевого неба и розовых соляных озер стали таким же символом Сицилии, как Этна или греческие храмы. Закат в Трапани – это зрелище, которое остается на памяти навсегда. Солнце опускается прямо в море за соляными полями. Ветряные мельницы замирают черными силуэтами, а вода в резервуарах вспыхивает розовым, оранжевым и пурпурным. В эти минуты понимаешь, соль здесь не просто продукт. Это судьба целого края. 3000 лет люди приходили на это побережье, чтобы делать одно и то же. Пускать морскую воду по каналам, ждать, когда солнце сделает свою работу, и собирать белые кристаллы. Финикийцы и римляне, арабы и норманы, арагонцы и итальянцы. Все они участвовали в этом бесконечном танце воды, ветра и солнца. И сегодня, стоя на берегу и глядя на все это, ты чувствуешь себя частью чего-то очень древнего и очень настоящего. В следующий раз, когда будете солить еду, вспомните об этом месте. Может быть, ваша соль приплыла как раз из Трапани, с берегов, где 3000 лет назад финикийцы впервые отвели морскую воду в рукотворные бассейны, чтобы вырастить свое белое золото.
It's our best friends. It's Ona. Ciao a Please, tutti, grazie, Grazie. grazie mille, bellissima gente, grazie, Thank you. tutti qua in Sicilia, da me. Друзья, все мы подвержены различным предрассудкам, и мы не исключение. Поэтому смотрите, значит, сейчас у нас 12:10, а это значит, что уже не утро, и поэтому можно приступать к прекрасному занятию употреблению местного сицилийского вина. Уроки по использованию штопора. Вытягиваете. А потом на второй упор, видите? И оп, она достается. Ну что, как говорится, вздрогнем. Что? Пробуем это прекрасное сицилийское вино. Бабене. Особенно в начало первого. В четверг, да? И в среду. Что это за день недели? Не знаю, Кухань, это не важно. Не в субботу. Сегодня 1 мая, и в наше Заколустье, где мы остановились в последние дни нашего пребывания, уже поприезжало много местных жителей и туристов. Вот там в домике по соседству уже более шумно. На нашей территории мы пока одни. Вот соседняя вилла уже заселена. Видно оживление, потому что вон даже полиция приехала разгонять машины. Видите, там парковка нарушена. И здесь вот под нами вот все запарковано машинами. Вызвали полицию, чтобы это урегулировать все. Такая вот ситуация. Ну вот, видите полицейских, которые там ходили? Вот так вот выглядит обелечивание. Все. Под знаком стояли. Приехали. Обелетили. И уехали. Так что хоть правил на Сицилии никто там особо не соблюдает, но штрафы за них присутствуют. Поэтому будьте осторожны, пользуйтесь. По соседству с виллой, где мы остановились, находится вот такая интересная постройка. Она в каком-то восточном стиле даже. Такая вот есть башня, напоминающая минарет. И сами на веранде выполнены пролеты, как в мечети, что ли, да? Так вот необычно, смотрите. А я решил пройтись, посмотреть, как выглядит здесь у нас в нашем Заколустье променад. Да, тут есть своя небольшая набережная. Смотрите, мы подошли. Тут есть ступеньки, даже спуск. Вот люди загорают себе, купаются даже. Все прекрасно. Вдалеке там маяк, в который мы вчера ездили. Вот такой пляжик. Вода, наверное, холодная еще, но тем не менее. Идем посмотрим. И смотрите, здесь есть цивилизованные ступеньки, по которым можно спуститься вниз, к самой воде. Своеобразный порт, там стоят лодки. Красивая набережная, да. Вот там люди на пляжике все балдеют, загорают, общаются, играются. Тут лавочки стоят, можно наблюдать за морем. Смотрим, в чем заключается праздник труда 1 мая на Сицилии, в Италии. Народ чилится, мотоциклисты со шлемами, кактусы уже тут цветут практически. Сидят за столом, общаются, выпивают вино, пиво, другие напитки. Кто-то сидит на лавочке, наблюдая за происходящим на море и на пляже. А кто-то пришел поглазеть на лодки, которые привязаны к местному такому воображаемому пирсу.
Окей. Ну и так как городок маленький, то весь этот променад за 5 минут мы прошли практически до конца. Единственное, что еще вот впереди вы видите детская площадка, где можно занять ваших маленьких и не очень детей. Ну что, вот так вот выглядит жизнь в небольшом провинциальном городе Сицилии, скажем так. Дыра, но люди счастливы, улыбаются, а мы едем дальше. Мы выехали из нашей виллы, расположенной в городе Мазаро-дель-Вало, и направляемся в Трапани. Это западная часть Сицилии. Это необычная поездка, нас ждет встреча. Мы хотим сегодня узнать из первых уст, что же такое Сицилия, что же такое сицилийцы. Что здесь такого особенного, что и притягивает, и отталкивает одновременно. Дело в том, что в Трапани живет моя одноклассница Ирина, с которой мы уже не виделись, наверное, лет 30. Последний раз это был 96-й год. Поэтому это очень интересный экспириенс, такая встреча. И она любезно согласилась рассказать нам о жизни Сицилии, на жизни на Сицилии, и о том, как она ее видит, эту жизнь, как она видит сицилийцев, как она видит местную культуру. Так что будет интересно. Погнали! Hello. Представьте место, где время течет не спеша, подчиняясь ритму моря и солнца. Это Трапани, древний город на самом западном краю Сицилии, вытянувшийся в море, подобно серпу или молоту, как называют его итальянцы. Когда-то эта гавань была сердцем могущественного финикийского, а затем и римского флота. Ветер, солнце и вода веками работают здесь сообща, создавая белое золото Сицилии, морскую соль, а еще кроваво-красный коралл, который местные мастера уже много поколений превращают в изящные ювелирные изделия. Но истинная душа Трапани не в камне, а в его людях, суровых с виду, но невероятно душевных. Рыбаков, чьи семьи поколениями выходят в море, ремесленников, чьи руки творят чудеса. Вы сможете почувствовать их характер на шумном рынке в споре о цене за самого свежего тунца или в ароматах местной кухни. И да, вы не ошиблись. Главное блюдо здесь не паста или пицца, а кускус, наследие арабского владычества. Готовят его по-сицилийски, с морепродуктами. Но у этого города, омытого солнцем, есть и другая, теневая сторона. В 80-х годах прошлого века его улицы, его суровая и молчаливая красота стали главным немым героем культового сериала «Спрут». Именно здесь комиссар Коррадо Каттани вел свою отчаянную войну с мафией. Эти мостовые, эти набережные, эти стены помнят отголоски выстрелов и шелест шин черных Альфа-Ромео. Тень Коза-Ностры навсегда осталась частью местного фольклора, придав городу ауру суровой романтики и молчаливой стойкости. Но сегодня Трапани – это прежде всего ворота в мир безмятежной красоты. Отсюда уходят паромы к райским и гадским островам, а над головой кружат чайки, провожая каждый корабль к горизонту. Трапани – это город контрастов между светом и тенью, между шумным рынком и безмолвием соляных копий, между суровой историей и безудержной жизнерадостностью. Это место, где прошлое не просто помнят, здесь им дышат. Так, нас везут на экскурсию по рынку. И тут прям кто что словил, да? Да. Самый свежак. К Гадским островам ехать, если вот брать тур,
Утром выезжаете, они вас там кормят пастой на борту. И посещаете 2 острова, Левенцо и Фавиняна. Самый смак – это вот именно со стороны лодки, со стороны моря смотреть. Внутри там ничего нет интересного. А вот море, там море такое голубое, прям ярко-яркое. Но оно холодное, чтобы еще купаться. Нам сюда. Вот я вас веду в самую западную точку Сицилии, где соединяются 2 моря. Я хочу вам ее показать. Торре ди Линьи. Торре – башня, башня Линьи. И вот оно, вот здесь Теринская, а здесь Средиземная. И вот мы сейчас обойдем вокруг эту башню, и там будет это Левенцо, там дальше Фавиняна. Фавиняна, она половина острова горкой, а половина вот так вот плоская, да. И еще не очень хорошо видно. Сейчас, может, за ними еще один Мореттимо. Но на Мореттимо там резерва, да, не всем можно, то есть не разрешают сильно. Да. Перед островом видно как бы здание такое, как бы, да, чуть поярче. Это тоже маленький островок, называется Формика. Это переводится как муравей. Он маленький-маленький, там буквально вот это вот кусочек и все. Здесь редко, особенно вот здесь это вот такая точка обдувная. Здесь редко нету ветра. Здесь опасно, здесь очень, ну, как сказать, скольи. Пошли, я покажу, и вы мне скажете, как это называется. Вот как называются вот эти вот камни, большие глыбы, как это называется? Ну они как скалы. Скалы, наверное, вот скольи, скалы. Ну вот. Вот это мыс, и вот он разделяется. Вот здесь Теринская, а вот здесь Средиземная. И получается самая западная точка Сицилии. Ага, значит, здесь тоже красивые закаты, да, у нас? Ну да. Да. Здесь все, если хочешь отдохнуть, все идут на море, на пляж. Даже пожилые люди уже сейчас, которые не работают, они прям с утра собираются. Там, не знаю, группа родственников или это друзья, не знаю, кто они. Идут на пляж, ставят зонты такой стеной, стульчики, столики, сидят и весь день вот так вот сидят, ля-ля-ля-ля-ля-ля, поесть, потрындеть и вот на солнце посидеть, вот это у них отдых. Там вообще какая-то есть такая легенда интересная, что Трапани это в переводе с какого-то там древнегреческого, это серп. Да, и на гербе изображен серп. Потому что вот это вот побережье, оно в виде серпа. Если вы поедете на Фунивии, вы сверху увидите прям красивый вот этот серповидный такой вот полукруг. Да. Советую на Эричи. Там городок маленький, и он весь такой каменистый, вот как в средние века. Ну, такая атмосфера, вот именно средневековья все. Вот там красивейшие виды вот вниз на одну сторону горы, по другую сторону горы. Ну, я рекомендую. Слушай, ну здесь как-то поспокойнее, да, вот по сравнению с Сиракузами, да, и правильно с Сиракузами или не сказать? Сиракузы. По сравнению с городом Сиракузы и по сравнению с Катанией здесь поменьше людей. Наверное, Катания – это как Милан, то есть это как финансовый центр Сицилии. Там, да, там движуха большая. Сиракуза – это очень туристический городок, да. Ну и плюс многие все-таки прилетают на ту сторону путешествовать, потому что много авиакомпаний на ту сторону прилетает, поэтому удобно. Ну, вообще, туда. в целом, да, надо избирательно подходить к выбору аэропорта, куда прилететь, потому что, допустим, Палермо, вот сейчас, имея определенный опыт, это не лучший вариант, потому что даже, ну, я имею в виду, что потом осматривать достопримечательности. Здесь же в Трапани, да? Трапани. Да, Трапани. В Трапани тоже есть аэропорт. Есть. И сюда тоже летают. Вот. Да, Рим,
Отсюда Мне удобнее. даже из Польши, из Вроцлава, мне кажется, Ариана Отсюда удобнее ехать гораздо. Да. Да, либо в Катанию, потому что из Палермо, получается, в принципе, везде далеко добираться. Вот Ну. если ехать, хорошо, мы приехали на 2 недели, у нас план был по кругу проехать, да, в принципе, тогда разницы нету. А если вот избирательно, скажем, от Палермо что там, Чефалу, да, такой вот первый? Чефалу. Чефалу, Есть да? туристический, да, городок. Ну, как тебе сказать? Да, Наверное, все-таки, да, больше исторических достопримечательностей на той стороне. То есть там получается Милазzo, не знаю, произношение мое оставляет желать лучшего. Оттуда на Липарские острова можно отправиться, потом там Мессина, потом Да. идет Таормина, Этна. Вы были То есть, в Армении, да? да, были. Понравилось? Да, красиво очень. Таормина, Этна, и, собственно, Сиракузы. И такой вот оторванный, получается, от этих всех достопримечательностей, получается, долина храмов. Ну, а здесь уже западное побережье, уже как бы свой такой кусочек. Здесь, да, здесь тоже, здесь свой кусок. Ну, знаешь, многие туристы, кто отдыхал на этой стороне и на той, многим больше нравится эта сторона в плане отдыха на море. Что здесь поспокойнее, покрасивее, почище, хотя везде грязно. Это отдельная тема для разговора. Ну, многим нравится именно на этой стороне чем-то. И там жарче намного. Летом там Сиракуза, Катания очень намного жарче. Здесь в данный момент теплее там. И здесь всегда прохладнее. А в основном в Трапани, поскольку это мыс, точка мыса. Здесь постоянно дует ветер со всех сторон этого мыса. И его называют Трапани город ветров. Поэтому здесь воздух всегда чистый, всегда свежий, он всегда поддувает, и всегда ты чувствуешь прохладу. И температура всегда на 5 градусов ниже, чем на той стороне. Поэтому мы здесь летом еще выживаем. Пройдем мимо моей машины, я вам передам сразу, а то потом забуду. Вам скрасить ваше Ой, спасибо большое, Динка. сицилийское вино наше. сопьемся. Спасибо Вы большое. белое пьете? Мы все пьем. Красное, белое. Сейчас начнется здесь солнечная сторона, начинается. Мы вот там были, кстати. Да, это вот там, где мы были, самая западная точка, да. Здесь Стивенская, да. Холодно? Ветрено очень. Сегодня ветреный день, поменьше. Нихера себе кадр дня. Не завидуй. Не завидуй. Зонтики красивенькие. Что новенькое. Когда меня увидели будущие свекры, они решили, что я больная. Что я такая белая-белая. И мне потом рассказывают, они думали, что ты больна. Говорит, наверное, ей плохо, больная. Человек болен. Худая и бледная. А сейчас свекр все надо мной частенько пошучивает, говорит, если ты вернешься в Беларусь, тебя никто не узнает и вообще тебя не впустят в Беларусь, потому что ты, типа, арабка. О, какая милота! Но здесь, наверное, десяток этих церквей. Каждая, вот там через здание еще одна церковь. Зайдешь? Вам надо обязательно заехать в церковь Мадонна ди Трапани, Мадонна Трапани, которая здесь очень-очень славится. И вот в честь нее построили целый храм. И это статуя Мадонны, к которой все ходят. Ее праздник в честь этой Мадонны 14 августа, а 15 у них Успение у католиков. Самый большой праздник после Рождества. И вот на 14 число к празднику этой Мадонны со всей округи люди ходят, идут босиком, даже там за много-много километров,
идут пешком, многие, не многие, некоторые босиком, чтобы вот идут как паломники, чтобы... Успение! Успение! Больше мы никогда в жизни в Италию 15 августа не поедем. Представляешь? Даже если нас тут бесплатно Ко позовут. мне приезжает сюда однокурсник Ага. с 5 по 15 августа. Я не знаю, это будет караул, но... Здесь славится кораллами, знаете, да? Много, увидите много магазинчиков, которые продают коралловые изделия. Кораллы здесь... Ой, где-то здесь, не скажу прям в зоне Трапани, но где-то здесь они эти кораллы добывают. И обычно вот сувениры, что-то, если кто-то покупает, то у кого деньги позволяют, коралловые. Мы здесь однажды обедали. Единственный мой раз в жизни, не обедали, ужинали, когда мы решили с друзьями поужинать в центре города. Ой, ужасно. Ужасно? Ужасно, плохо, кухня ужасная, и с тех пор я говорю, ну никто в центре города не обедает, не ужинает, потому что готовят для туристов. Да, это только для туристов. Ну, это... О, bene, bene, tu? Posto? Ma non pesce, non mangi pesce, non vai a pescare. Non mangio cosa cosa vuole carne, cosa vuole Vabbè. pesce per l'altro giorno. No. Non vai a pescare ora? Oh, ora comincia di nuovo. Saluta ai miei amici russi. Grande pescatore. Это рыбак. Рыбак. Guarda. Зуб. Акулы? Нет. Рыбы меч. Спада. Pesce spada. Spano. А, спано. Spano. Non si dice. Pesce spada? No, no, spano. Squalo? Ah, aquila. Aquila. Quando tu l'hai pure aquila, squalo lo hai Questo l'ha pescato? portato lui a Betta che deve imbarcare. Ah, ho capito. Sì. Ho capito. Va bene, buona giornata, ciao. Ciao, stiamo bene. Ну вот это типичный сицилийский мужичок. Друг моего мужа. Ну вот он вот прям вот типичный. Рыбак, порыбачить много. Раньше был рыбный рынок. А теперь его перенесли туда, да, правильно сделали. Надеюсь, что она открыта будет. Надеюсь. По-моему, даже открыто. Вот мы сейчас тут и упадем. Да. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo? Давай на белом фоне где-нибудь сядем. Прогулявшись по городу, мы не без труда нашли достаточно тихое, по местным, разумеется, меркам кафе, где и состоялся наш разговор о Сицилии и о сицилийцах. Ну, начнем, хорошо. Ирина, прежде всего я хочу поблагодарить за то, что ты согласилась с нами встретиться, ответить на несколько вопросов для наших зрителей. И первый вопрос, который я хочу задать: как ты здесь оказалась, как тебя сюда занесло? Как и всех других многих славянских девушек, меня сюда занесло в качестве жены сицилийца. Мы познакомились с мужем еще в Минске. 2 года или год мы повстречались. Потом я все оставила, приехала сюда к нему попробовать пожить. Мы полгода пожили, и потом решили уже оформить брак и создать семью здесь. Поэтому я это место не выбирала, я выбирала мужа. А каким образом муж попал в Минск? Итальянцы очень любят отдыхать и проводить свои отпуска в Беларуси в основном, потому что красиво, чистенько, дешево и много красивых девушек.
Вот они приезжают, они отдыхают, дискотеки, рестораны, много девушек, много знакомств. Для них это, для молодых мужчин, итальянцев, это кайф. Ну ладно, я, может, и закадываю. То есть, как бы он целенаправленно хотел себе жену славянку, да? Могу только догадаться. Я думаю, что да. Потому что я знаю, что он был и в Киеве, и в Петербурге. И вот они вот так вот именно по славянкам они путешествуют. Он нравится итальянцам, нравятся славянки. И вдобавок скажу, у меня теперь сын подрастает, ему 10 лет. И недавно был праздник День отца, и он, значит, сделал папе открытку, там много там ему хороших слов написал, и в конце, значит, у него там была такая фраза: «И когда я вырасту, ты поможешь мне найти невесту». И папа ему пообещал, что он его отвезет туда и поможет там найти ему невесту. Он знает места. Хорошо. Здесь очень много иностранок, очень много. И мы вот сейчас как в садик, школа, то очень много мам. У нас в классе вообще интернациональный класс, и литовка, и финляндка, и вот я белоруска, и румынка, и, в общем, иностранок очень много. Потому что здесь демографическая проблема наоборот по сравнению у нас. У нас много девушек, женщин, и мало, что на одну девушку, на одного парня 3 девушки, да? Здесь наоборот. Много мужского населения, а женщин мало, и они не устраивают местных итальянцев, потому что у них более такие феминистические взгляды на жизнь, самостоятельность, это вот независимость. А все-таки менталитет славянок — это вот дом, уют, забота о семье, о муже. Вот, а им, итальянцам, это нравится. Я думаю, что больше из-за этого они... Ну и давай не будем кривить душой, многие итальянки похожи на мужчин. Да, ну есть такое, я думаю. Но это больше вам виднее, мужчинам. Поэтому это из моих уст вырвалось. Пусть в меня летят все эти камни. Facciamo cin-cin, cin-cin, Чин-чин. кадр, граниты. Да, можно попробовать в кадре. Очень вкусная. Очень вкусно. Мы пробовали. Но это уже было после университета, да, ваша? Да, я уже работала, конечно. Я в Минске я поступила, закончила, а потом еще пару лет. На хост. Когда ты была отличницей, помню. Мы списывали у тебя с Антоном Петкевичем. Вот, сказал бы ты это на итальянском, я бы показала своему сыну. То я ему говорю, что мама у тебя отличница. Скажи, пожалуйста, какое место или достопримечательность на Сицилии тебе нравится больше других? Куда тебе еще хочется вернуться? Мне на Сицилии нравится природа. Любое место. Очень мы любим, тут много очень гор, и мы очень часто с друзьями ходим в трекинг по горам. И вот природа, любой уголок природный, и мне все время хочется вернуться, неважно где-то, какая сторона острова. Природа потрясающая везде. Поэтому так вот, чтобы конкретное место, я не могу сказать. Ну, может, какой-то город есть твой любимый? Вот Сиракузы мне очень нравятся. Прям вот как-то, не знаю, атмосферой этой своей исторической, пейзажной такой. Очень нравится. А так, мне все нравится. Но вот подчеркиваю, природа, не города. Города очень грязные. Сицилийцы такой народ. В этом плане неопрятный. Причем дома они очень, их дома стерильно все. Домохозяйки
утром просыпаются рано-рано и надраивают все. Каждый день. Каждый день там ковры надраивают. У них дома операционные. Как только они выходят за дверь, за ворота, вот, бумажку бросить, что-то вот, это вот сплошь и рядом. И это даже независимо от того, какой-то это простой человек или с высшим образованием. Наблюдала я эти картины, когда дома там каждую пятнышко, да, только выходит, вот буквально закрывает ворота, что у него в кармане лишнее, бум, все. Удивительно. Не Такое знаю, несоответствие. не заботятся они о чистоте своих городов. Я все время, нас учили всегда, твой город — это твой дом. Ты как дома, так и в твоем городе. Ну, ты же здесь живешь. Ну вот, я не знаю. Если бы у человека был если бы у тебя был один день, куда бы ты хотела поехать? На Сицилии. Я не знаю. Я не знаю. Ну, а вообще, может быть, в какое-то другое место, не только на Сицилии? Ну, наверное, если бы я не жила на Сицилии, то и я бы сюда приехала на один день, я бы, наверное, провела бы его на море. Вот приехала на море, постелилась в полотенце и из воды бы не вылазила весь день. Наверное, так. А если бы это была зима? Тогда горы. Тогда горы, и это, наверное, Этна. Моя любовь. Просто могу вот еще одно место, куда я могу возвращаться каждый год. Это вот, Этна мне никогда не наскучит никогда. Этну, конечно же, знают все. А может быть, еще какие-то горы есть, куда хотелось бы тебе вернуться? Да, здесь в районе Палермо есть горы Мадония. И они очень отличаются от Этны, потому что Этна — это вулкан, там все черное в лаве, а Мадония — это леса, леса, там олени, быки, там природа, живность, и там красиво вот по свежести, по зелени. И летом там тоже очень хорошо, потому что прохладно, тени свежо. Сицилия – это довольно большой остров. Есть ли различия между людьми, которые проживают на севере и на юге Сицилии? Я не замечала. Я лично не замечала, для меня они все одинаковые. Но местные жители замечают по говору. По произношению? По говору, да. Есть палермитанский говор такой, не диалект, есть. потому что диалект — это сицилийский, хотя тоже знаю, что сицилийский не является диалектом, а в принципе является другим языком. Вот. Но и этот же сицилийский, назовем его диалект, он тоже немножечко говором отличается на Палермо или вот Катания. Местные это чувствуют, они это слышат и знают примерно откуда. То есть, если ты, допустим, приедешь в Италию, ты ясно слышишь, что они говорят по-другому, иначе. Да. Если мы идем на сам сапог, то даже я замечаю, как говорят сицилийцы, как говорят римляне, и как говорят на самом севере. На севере там немецкий, там в основном на немецком говорят, и поэтому и итальянский тоже с немецким говором таким. Римляне, у них свой язык, они там своеобразно тоже разговаривают. А сицилийцы — это вообще отдельный язык, можно сказать. Неаполитанский тоже диалект, совершенно разный. Там ничего похожего, если между белорусским и русским очень похожие слова, и русский белорусов всегда поймет, или украинца, да, три языка, которые очень похожи, всегда понять можно, то итальянцы, чисто кто говорит на итальянском, неаполитанцы или сицилийцы не поймут. Да? Они очень разные языки, очень разные. Сицилийский, он больше похож на какой-то на арабский немножко вот звуки. Очень разные. Ничего похожего нет, ничего. Интересно. Мы-то не слышим этого произношения, этих вот итальянский. Сейчас меньше говорят. Молодежь больше говорит на итальянском.
вот уже со среднего возраста люди, которые без высшего образования, здесь много людей без высшего образования, только школу заканчивали, то они говорят только на сицилийском, и грамотность, конечно, страдает итальянского конкретно языка. Ну да, простые люди. У меня, например, муж, когда ребенок начинает вставлять какие-то слова сицилийские, муж его поправляет, ну как бы не хочет, чтобы он говорил на сицилийском, потому что для него это признак простачка, как сказать, вот, ну, невоспитанности, что ли, необразованности, невоспитанности. А я наоборот говорю, это же здорово, когда человек знает свой диалект своей родины, где он, ну, вот так. Скажи, пожалуйста, что здесь происходит на дорогах? С чем связано тотальное несоблюдение правил дорожного движения и отсутствие вежливости среди водителей? Все связано с менталитетом. Такой менталитет. Люди очень простые и живут по-эгоистически, что ли. Вот это вот эгоизм такой. Ну, не знаю. Мало образованности, поэтому такое Следствие этого. Да. Ну, я так думаю, что да. Потом сицилийцы очень большие лентяи. Есть такая поговорка, что сицилийцы рождаются очень сильно уставшими, и поэтому им даже всей жизни не хватает, чтобы отдохнуть, поэтому они всю жизнь отдыхают. Поэтому вот даже касаясь парковки, будут парковаться, вот если надо в магазин, 2 метра он проедет. Прямо у входа. Прямо у входа, а если там уже припаркована машина, я припаркуюсь прямо возле вторым, потому что 3 шага сделать мне уже тяжело, я уставший. Ну, вот так, надо привыкать, к этому приходится привыкать. Потом постепенно, наверное, я тоже становлюсь такой же водителем. Никогда не включают поворотники. Да. Никогда. Едут себе и все. Никогда не включают поворотники. Я помню, когда я здесь, перед тем, как сдавать на права, чтобы получить местные права, я пошла в автошколу, потому что проходить тест теоретический очень сложно, слов не знаешь, этот лексикон, словарный запас, не хватает этих технических терминов на итальянском. Поэтому я пошла в автошколу, прошла там быстро-быстро экстерном курс, и там этот курс включал здесь тоже 5 уроков по вождению. Ну, я водить машину умела, но все равно уже включено в цену. И вот я помню, мы едем, и мне, значит, инструктор рядом сидит, говорит, там, значит, перекресток, я так притормаживаю, ну, потому что надо же пропускать что-то, а она мне говорит, едь, у них там стоп. Я говорю, то есть у меня знака главной дороги нету, но я должна повернуть голову, увидеть знак стоп, что у него там стоп, и тогда я понимаю, что я могу ехать. Хотя здесь, чтобы не происходили дорожные происшествия, здесь все стараются пропускать. То есть, даже если у тебя главная дорога, даже если есть знак главной дороги, не поедут вот так вот прям на скорости, потому что надо все равно притормаживать и посмотреть, потому что кто-то может ехать, которому плевать, что у него второстепенная дорога. И притормаживают в любом случае. Да, всегда притормаживают. Вопрос о культе сушки белья. Это такая традиция или как это называется? То, что все сушат белье, вывешивают на свои балконы, на окна, везде они это делают. Тут 2 причины. Во-первых, как я говорила, уже хозяйки здесь очень все моют, намывают и в то же время стирают. Стиральные машинки включены каждый день. Они каждый день стирают вещи. И, соответственно, их надо где-то сушить. Поэтому, если это дома, квартиры, то где сушить? На балконе. Сейчас уже лучше, потому что сейчас многие используют сушильные эти машины, как они там называются. Сушильные машины. Да. Но не все. Ну, где висят, там вывешивают. И вторая причина, здесь очень высокая влажность.
очень-очень высокая влажность. И поэтому мы даже полотенца, которыми вытираем руки, они дома плохо высыхают. И я каждый день вот это полотенце просто вывешиваю на солнце, чтобы оно просыхало. Потому что из-за большой влажности постоянно плесень на стенах. Вот это вот каждую зиму это борьба с этой плесенью, потому что она постоянно пропускается, проходит. Ну вот поэтому стараемся по максимуму все высушивать на улице, чтобы меньше влажных вещей держать дома. Ну, у меня дом с садом, поэтому у меня в саду стоит сушка, и я на солнышке сушу, да. Ну, у кого нету сада, у кого квартиры, приходится сушить на балконе. А какое у вас отопление дома? То есть это не помогает, да? Все равно растет эта Значит, плесень на стенах. отопление здесь на Сицилии не развито по мере его отсутствия необходимости. Зимой здесь не сильно холодно. У нас дома есть отопление батареи, они проведены, да, но мы включаем, раза 2-3 за зиму и включаем на 2-3 часа вечером перед сном. Все. Отопление стоит много денег, большой необходимости нету. Надену я свитер, буду в свитере, и мне нормально. Первые года было очень сложно здесь жить. И я страдала здесь зиму. И с ужасом уже где-то в ноябре, декабре я уже с ужасом думала, что, боже мой, наступает зима. Как мне эту зиму пережить, как не пережить, потому что я мерзла. Это потому что ты чувствуешь холодно весь день, 24 часа в сутки. Ну вот, потом уже привыкла. и теперь если так уже уже холодно. больше 18 градусов, это уже жарко дома. 3 часа дня темно в Польше. Представь себе на секунду, что 3 часа дня может быть темно. Да. И радуйся. Ты думаешь, боже, как холодно, как очень зимой. Просто вспомни, что ты посмотри, а что там уже ночь. Но здесь очень много еще домов, у которых в принципе нет отопления. Вот в принципе, не проведены батареи, они используют эти Печки такие, печки, да? пеллет, как он называется, которые типа стружки туда бросают, вот это вот, да, используют по вечерам, но... Как буржуйка такая. Да, раньше как была. буржуйки, да. Хорошо. Какое твое любимое сицилийское блюдо? О, здесь можно бесконечно говорить. Здесь много вкусных блюд. Так сразу и не выдашь. Ну, если рекомендовать, что поесть, то, конечно, это рыба, любая. Советую всегда брать рыбку мелкую, не рыба-меч, не тунец. Мы такие большие рыбины едим раз в год максимум. Стараемся не есть, потому что они более наполнены ртутью. Большие рыбы едят много, как это сказать, плохие вещества, которые в море. Ну, отходов Типа этих отходы, всех. да. А маленькие рыбешки, они Не мало успевают. чего едят, и они более Более чистые. полезные, чистые, да. Поэтому свекр вот меня научил есть, выбирать всегда рыбку поменьше. Но там же Вот. много костей. Нет? Вот с этим тоже проблема есть. Поэтому приходится выбирать, например, скумбрия. Там костей меньше, мяса больше, и она еще небольшая. Она еще такая, вот, размер как раз тот, хороший. Но с рыбами тоже надо быть аккуратными, потому что наша пищеварительная система не у всех содержит эти ферменты, которые могут переваривать моллюсков. У меня тоже была такая история, когда-то свекровь купила сепья, черные чернила чьи-то, каракатицу, не чернила, а именно каракатицу, и, значит, приготовила пасту с каракатицей. Какая она была вкусная. Я попросила бис, я съела вторую тарелку, боже, это было так вкусно.
Но счастье мое длилось недолго. Уже после обеда, через пару часов, уже мне начинало в районе живот? печени, прям такие, как колики, вот это вот. Ой, страдала я, но все не успокаивалось, но все нарастало. И потом мы все-таки догнали, что это интоксикация, и кололи уколы, чтобы вывести эти все токсины. Поэтому будьте осторожны с моллюсками. Мгм. То есть даже такое может быть. Да, теперь моллюсков я не ем. И мидий тоже. Мидии ем, Устрицы? потому что устрицы нет. Нет, спасибо, нет. Мидии ем, но чуть-чуть. Я первый раз Я видела. Все видели. Очень вкусно. Главное, говорит, глаза закрыть. Главное, не смотреть внутрь. Как картофеляш. Когда ты покупаешь на вокзале, там же мясо такое зеленоватое. Но ты понимаешь, что это нельзя делать, да? Но голод побеждает, и ты закрываешь глаза, съедаешь его. Я могу понять, когда ты на необитаемом острове, и тебе больше нечего есть, Да. и вот тебе надо как-то выжить. Вот тогда ты берешь и ешь вот это. Но когда можно выбрать, А когда есть что рыбку поесть? съесть, А пасты, пасту. Какое здесь разнообразие этих паст. Просто бесконечное. Вот открываешь холодильник, что у тебя в холодильнике есть, всегда можно найти какое-то блюдо для пасты, чем заправить пасту. Когда мы были в Милаццо, один местный житель поправил нас и сказал, что он не итальянец, а именно сицилиец. Какая разница между ними? Я понимаю. Ну, вообще, я такого никогда с таким не сталкивалась. Никогда. Но, конечно, разница есть. Сицилийцы и итальянцы. Итальянцы не любят сицилийцев, потому что они все время называют их нахлебниками, потому что типа они там работают, а вы здесь бездельники, а живете за наш счет. Сицилийцы не любят северян, скажем так, потому что они очень надменные, очень... да, это так, есть у них эти постоянные споры, говорят, что это две разные страны. И это так видна разница, чем южнее или чем севернее, такая разница в менталитетах, пунктуальность, чистоте, вопросы. Очень большие, это абсолютно разные народы. Вот юг, центр и север, совершенно разные люди. Ну, наверное, все-таки центр это какой-то микс между вот югом и ищами. Хорошо. А кем ты себя ощущаешь? Сицилийкой, итальянкой или все-таки белорусской? Кем я? Это винегрет. Это винегрет. Я не могу сказать, что я ощущаю себя белорусской, потому что я сама наблюдаю в своем менталитете, в своем в мыслях, у меня уже меняются взгляды и поведение, взгляды на жизнь уже по-другому. Немножко сицилийкой, да, потому что уже тоже и по вождению уже себя подлавливаю. Поворотничек-то не включила. Или там и итальянкой, да, потому что я... Тебе вождение должно быть близко. Ты жила в Белоруссии в 90-е годы, понимаешь? Это вот для меня, допустим, это очень похоже, вот то, что было, когда распад Союза, когда вот это вот началась чехарда, вот, Не знаю, я так не чувствую. Вот мне очень напоминает. Я так не чувствую. Не знаю. Здесь это больше менталитет укорененный, они такими родились, это вот еще с древнего вот это вот все идет, они здесь крестьяне, и у них крестьянский менталитет. Из древних времен к ним пришло. Если у тебя есть Fiat Punto, ты должен чувствовать себя как на Панамере. Королем дороги. Да, королем дороги. Чем ржавее у тебя Fiat Punto, тем у тебя... Если вот 3 колеса отвалилось, значит, все, у тебя Porsche Panamera. Да? Причем это тоже есть корреляция такая. Если приличная машина, тебя еще можно пропустить. Но если там вот это вот заклеено, или это трехколесный на самокат, все, ну красный. Все. Они хозяева. Хозяева, да. Но иностранкой ты уже себя не ощущаешь.
Иностранкой в смысле... Здесь. Ощущаю, когда я общаюсь с сицилийцами. Ощущаю. Потому что тоже мы часто об этом говорим, они меня там спрашивают, а как у вас, а как у нас. Но все равно разница есть. Разница в воспитании, менталитете, она, наверное, уже до конца она не исчезнет никогда. Поэтому... По моему мнению, тут главное остаться самим собой. То есть это надо просто понять, что ты никогда не станешь кем-то Никогда другим. не станешь другим, Да. и никогда не останешься тем, которым ты был там. Да. Потому что все-таки окружение, оно Влияет дает, на оно человека. очень влияет на тебя. Это Наверное, как меня там некоторые считают на родине, уже меня считают капиталисткой, там капиталистические взгляды на жизнь. Ну, наверное, да, я раньше была более такая... проблема иммиграции, то, что ты уже и там не свой, и здесь не свой. Ты знаешь третий- что? Ты третья сущность какая-то, да, симбиоз. Это не ощущается проблемой. Какой местный алкогольный напиток твой любимый? Пассито ди Пантелерия. Пантелерия – это остров, который относится к провинции Трапани. Вулканический, это вулкан, он уже не работающий вулкан, и там теперь... И у них там делают пассито, это вино, которое делается из винограда, но не из свежего винограда, а из изюма. Из изюма. Это просто что-то вот наркотик, который хочется пить и пить и пить и пить и пить. Это Пробуйте. Да. На Кипре тоже делают из изюма вино. Наверное, Национальный должно напиток. быть очень похоже. Оно заизюмливание идет, оно очень сладкое. Оно сладкое, да. Это мандария. Кипрская. Ну, не будем говорить, что это на Кипре сицилийская вот это, да? Да. Но здесь тоже такое есть. Расскажи, пожалуйста, как здесь обстоят дела с работой? Какой уровень зарплат? С работой все, конечно, плачевно. Работы нет. Чем южнее в Италии, тем меньше возможности найти хорошую работу. В основном вот люди работают, продолжают работу своих отцов, дедов, продолжают дело своих родителей, когда уже есть что-то начатое. Вот. Работы нет, значит и зарплаты, соответственно, низкие, скажем так. Ну вот, скажем, в среднем 1400-1600. Евро в месяц. Да. Но это если кому-то повезло, что он вот имеет работу. Я не говорю про сборщика винограда, да, это, ну, там, не знаю, какой-то секретарь, офисная какая-то работа. Вот. Ну, это довольно низкие зарплаты. Это низкие зарплаты, да. Поэтому сюда не приезжают работать. Сюда приезжают только отдыхать. Тратить денежки. Да. Какие здесь цены на жилье и коммунальные услуги? Цены на жилье. Ну, все зависит от того, какое жилье, или это квартира, или это виллетта, или это какой вид. Ну, наверное, примерно 800 евро за метр. 800 евро за За метр, да. Я предполагаю где-то так, в такие цифры. Коммунальные, так сложно сказать, потому что здесь платится все не одной суммой, а отдельно. За мусор одна сумма, за газ одна, другая, за воду другая, за свет другое. Это вот в общей сумме сложно мне сказать, я не влажу в этот вопрос, у меня этим заведует муж, он у нас банкомат, поэтому так не скажу, сколько это. Но достаточно. Причем все жалуются, почему такой вот налог на мусор, да, большой, платишь за мусор много, а везде в итоге все равно все грязно. Ну, не сорите, не будет грязно.
Замечаешь ли ты изменения в положительную сторону в плане улучшения в контексте улучшения сервиса на Сицилии? Не замечаю. Не замечаю. В плане туризма, может, какими-то очень мелкими темпами, очень маленькими темпами. Назови 3 черты типичного сицилийца, которые тебя бесят и которые тебе нравятся. Бесят. Ну, как это сказать, мусорит, да? Вот это вот мусорит, это невозможно с этим никак смириться, вообще никак. Мы даже как-то устраивали с девочками, с подружками, ходили, собирали мусор на пляж, прям пакетами, вот, пытались как-то внести свою лепту в очищение города. Но это через 2 дня все одинаково, опять грязно. С этим смириться никак не получается, у меня глаза закрыть. И то, что меня очень раздражает, это непунктуальность. Ой, это большая проблема, особенно для нас, нашего менталитета, когда мы вот сказали, Да, в час приедем. в 10:05 мы приедем, 10:05. Здесь понятия такого нету, расписания. И чем южнее, тем оно расплывчее. В Пантеллерии Это влияние Африки? влияние солнца, жары, я думаю, да. В Пантеллерии они назначают встречу на время. Они назначают встречу или утром встретимся, или типа мериджо после обеда. Все. Приблизительно. Ci vediamo di mattina. Там как состыкнемся, там нету расписания, там вообще жизнь идет, сидят за столиком, попивающий кофе, вино и... Никто никуда не спешит, то есть бизнес-встречу Никогда. запланировать невозможно. Бизнес? Что такое бизнес? У тебя там спросят, что такое бизнес? Нет. Да, и, в общем, и здесь тоже, конечно, люди очень непунктуальные. С этим проблема большая для нас. Ну, с этим можно смириться. С этим мы уже смирились. А положительные черты? Положительные. Наверное, они люди очень веселые. Наверное, где-то они похожи по менталитету, по доброте, простоте с нами. Без напыщенности, без там такой серьезности в плане. Все-таки мы простые, они такие простые. Не знаю, мне кажется, вот так. Если бы ты была губернатором этого острова, и ты могла бы принять 2 закона, один разрешительный и другой запрет, какие бы это были законы? Ну, запрет, это давно мечтаю, чтобы ввели большие штрафы за мусор. Вот, видеокамеры поставили, и увидела, штрафуют. Штрафуют сейчас, но не за бумажку выброшенную, а люди мешок из дома с мусором, бакетом, да. И вот если где-то видеокамера это сняла, были много случаев, когда снимали, искали и штрафовали, это да. Вот я бы, наверное, в первую очередь бы с этого начала. А разрешительные, тут и так все разрешено. Все можно. Все, запретов нет, так что все можно еще разрешить, не знаю. Что выберешь, драники или оранчини? Ни драники, ни оранчини. Оранчини не люблю, не мое блюдо. Драники, ну, могу поесть, но не скажу, что тоже мое любимое блюдо. Без удовольствия. Без удовольствия, да. Что выберешь, пирожная картошка или каноли? Каноли. Каноли, рикотта, ну, это Это классика. классика, это классика. Мы еще, кстати, не пробовали каноли. Ужас какой. Еще не пробовали Оранчини каноли. пробовали, каноли еще не пробовали. Оранчини надо есть в Палермо. Это палермитанское блюдо, оранчини. А мы их попробовали на острове. На На вулкане, в смысле, на Стромболе. А каноли – это типичное блюдо, самое известное. Это вот Даттило, городок небольшой
рядом с Трапани находится. Там самые лучшие каноли вот всей Италии делают. Так что пробуйте, пробуйте, останетесь в Да, восторге. нужно обязательно попробовать, конечно. Что выберешь, скьету или чебурек? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Пельмени. Пельмени выберу. Со сметаной. Сметаны. Тут, кстати, сметаны нету. Да? Да. Они не знают, что такое сметана. Есть перевод на итальянский. Сметана называется паначида, но они ее не едят. Многие не знают, что это такое. Только в последние буквально вот пару месяцев Евроспин, супермаркет, сеть супермаркетов, откуда-то начала завозить иногда, очень периодически сметану. И вот тогда я покупаю сразу там банок 10, чтобы наслаждаюсь, да. Вот. Ну что ж, спасибо за ответы. Я надеюсь, что мы встретимся еще. И мы очень рады вас видеть на солнечной Сицилии. Всем теплый привет! А дальше нас ждал подъем в расположенный между небом и землей город-замок Эричи. Это город древний, который находится на скале над Трапани. Собственно, Трапани образовался он благодаря тому, что был этот древний город Эричи. Трапани построили как порт для этого города. Поэтому мы сейчас идем на Cable Way, на фуникулер, на котором поднимемся в Эричи. Мы едем на Эричи. Будем с высоты смотреть теперь на этот прекрасный город-порт Трапани, или Трапани, пусть меня поправят все знающие зрители. Есть легенда, как образовался, как появился город Трапани. Он имеет форму серпа, и, собственно, Трапани переводится как серп. Итак, в далекие-далекие времена бог Кронос решил вспороть брюхо своему отцу Урану, но выронил серп, который упал на побережье Тиренского моря, и таким образом образовался город Трапани. Вот такая кровавая легенда есть. Аранчини. Ребята, мы уже пробовали аранчини, можем вам рассказать, что это такое. Это, значит, в рис кладут какую-то начинку, это может быть сыр рикотта, может быть какое-нибудь мясо, может еще какая-нибудь быть начинка другая придуманная. Это все обволакивают в панировку и жарят на большом огне в растительном масле. Получается такой зажаренный шарик во фритюре. Ну, достаточно вкусный, если с мясом. Остальное все на любителя. Идем в ресторан, который нам порекомендовала Ирина. Уже не первый час идем. Подъем высок, труден, особенно с одной ногой. И 12-ка сюда не идет, в отличие от горы Этна. Ну вот, это вот эти сладости. Есть какие-то фрукты. Здесь всякие вкусности. Что мы берем вообще? Это обязательно. Ага. Тут столько сладостей. Один или мы два брать? Да. Бери канону. Кофе, капучино. Ту капучино. Расскажи, мы подверглись нападению кого? Германских варваров.
Было страшно. Распихивают там такие вообще некультурные, там толкаются, как будто бессмертные. Ну что, как там? Как канале? Вабене. О, капуччо. Thank you very much. Капуччо. Тут такое тесто песочное какое-то. Не слоеное, как я думала, песочное. И внутри крем с рикоттой. О, крем с рикоттой. По рекомендации нашей подруги мы пробуем пирожное Genovese. Давай. Опа. О, Песочное тесто, внутри крем с лимоном. Genovese. Это лучшее, что вы можете найти в городе Эричи из десертов. И помните, что 12-ка сюда не ходит, 12-ка идет на Этну. Эричи – это один из самых атмосферных и загадочных городов Сицилии. Представьте себе место, где время остановило свой бег несколько столетий назад. Узкие, вымощенные серым камнем улочки вьются между старинных стен, а воздух здесь настолько чист и звонок, что кажется слышно, как бьется сердце этой древней горы. Эричи встречает путника не курортной суетой, а величием истории. Город вознесся на вершину горы Сан-Джулиано на высоту почти 750 метров, и отсюда открываются захватывающие дух виды на бескрайнюю синеву Тиренского моря, на соляные бассейны Трапани и на далекие Эгадские острова. Но главные сокровища нас ждут в самом сердце этого средневекового лабиринта. В центре вашего внимания два молчаливых стража истории, два символа власти и веры, что стоят плечом к плечу уже более 7 веков. Это Королевская церковь и величественная башня короля Фредерико. Они были возведены на рубеже 13 и 14 веков, в эпоху, когда Сицилия переживала бурную смену правителей. Это творение принадлежит знатному сицилийскому роду Кьярамонте, и их архитектура словно каменная летопись амбиций. Взгляните на эту башню. Ее мощь завораживает. Высота 28 метров. Внутри 108 ступеней, ведущих к самой сути истории. Рядом с башней находится Королевская церковь. Несмотря на суровый, почти крепостной облик стен, она хранит внутри настоящие сокровища. Ее облик складывался веками. Вот этот изящный портик перед входом появился позже, в 1426 году, добавив строгому фасаду нотки человеческого тепла. Переступив порог, мы попадаем в мир эклектики. Своды церкви неоготические, они были возведены уже в 19 веке, но удивительно гармонично вписались в древний интерьер. А главный алтарь, созданный в 1513 году мастером Манчино, поражает своей утонченностью. Но настоящий шедевр, на который стоит обратить особое внимание, находится здесь, в нише. Это табернакль, дарохранительница. Он выполнен в 17 веке в уникальной сицилийской технике инкрустации цветным мрамором. Камни подобраны с таким искусством, что создают ощущение живого узора. Чуть ниже по склону, на обрывистом утесе, стоит замок Венеры. Он был построен норманнами в XII веке, но место это было священным задолго до этого. Еще до нашей эры здесь находился знаменитый храм Венеры Эрицинской. Представьте себе, сюда стекались паломники со всего Средиземноморья. Финикийцы называли богиню Астартой, греки – Афродитой, а римляне – Венерой. Культ был особенный. При храме жили иеродулы, молодые жрицы, служившие богине любви. Священными животными здесь считались голуби, которые тысячами вились вокруг стен. И, по поверьям, раз в год они улетали за море, унося с собой душу богини, а через 9 дней возвращались. Само название города хранит память о тех героических временах. Согласно легенде, его основал Эрикс, сын той самой Афродиты и одного из аргонавтов по имени Буд. Древние верили, что именно Эрикс воздвиг на этом месте самый первый храм в честь своей божественной матери.
Здесь, на вершине, где боги когда-то встречались с героями, а средневековые рыцари сменяли античных жрецов, время течет иначе. Башня короля Фредерика, Королевская церковь, замок Венеры – это сердце Эричи. Они видели все и хранят тайны этого удивительного города, парящего в облаках. Очень быстро, практически мгновенно пролетели 2 недели нашего пребывания на Сицилии. За это время мы успели не только получить множество положительных эмоций, но и приобрести неоценимый опыт. Несмотря на то, что мы проехали более 2000 километров и, как и было запланировано, обогнули весь остров по его периметру, многие места мы посмотреть не успели, что и хорошо, так как мы теперь сможем запланировать в будущем еще одну поездку на этот остров, чтобы изучить то, что мы не успели. Итак, выводы о Сицилии. Максимально объективно и по возможности коротко. Ехать или не ехать на Сицилию? Однозначно ехать, так как здесь есть такие места, которые вы не сможете увидеть больше нигде в мире. Ну, как пример, это вулкан Этна. Но с оговоркой, если вы планируете или вас интересует исключительно пляжный отдых, и вы не хотите ездить по экскурсиям, то я рекомендую выбрать другое направление. Кипр или Грецию, например. Не подумайте, на Сицилии прекрасные пляжи и великолепное, чистое, прозрачное, теплое море. Но оно такое же чистое и прозрачное, как во всем Средиземноморье. То есть получить тоже теплое море и солнце можно дешевле и ближе. Ну а Сицилия, она для гурманов. Когда лучше ехать? По моему мнению, лучше всего прилететь на Сицилию весной, так как в этот период температура более комфортная, она способствует длительным прогулкам и нахождению на свежем воздухе. Тем более можно немного сэкономить на жилье и аренде авто, так как в этот период, не сезон, так сказать, цены ниже. Куда прилетать? Если это ваша первая поездка и вы не планируете, как мы, совершать объезд всего острова, то, по моему мнению, лучше выбрать перелет с посадкой в аэропорту города Катания, так как основная масса достопримечательностей знаковых сицилийских все же находится в непосредственной близости от этого аэропорта, и поэтому вам будет просто удобнее, и вы избежите долгих, длительных, утомительных переездов на автомобиле либо на общественном транспорте. А по прибытию на остров смотрите на таймлайн этого видео, выбирайте то, что вы посмотрели, и то, что больше всего из достопримечательностей пришлось вам по душе, и направляйтесь прямо туда. Все полезные ссылки, локации, которые есть в видео, оставляю в описании под ним. С вами были Юля и Антон. Мы едем дальше. А вас я попрошу поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать в комментарии, остались вы довольны просмотром этого ролика или нет.